Привет всем! Сегодня у нас котик Вилли и клубника. Они изволят позировать. Вот видите, котик Вилли позирует. В конце ролика будет видеосессия с его участием, а также новые цветы с участка. Меня просили выкладывать всякие растения, которые у нас там появляются. А сейчас самый сезон, одно за другим. Так что будут цветочки. А пока клубника. Это у нас поля клубники возле города Фельдкирхен. Это Австрия, Каринтия. Такое вот огромное поле. Люди приезжают и собирают сами. То есть ты вот приехал, тебе дают коробочки, если с собой нету какой-нибудь корзинки. Ходишь, собираешь, потом там такая будка есть, касса, оплатил, все, готово, поехал делать варенье. И в магазинах продаются вот такие желирующий сахар продается, который там 2 к 1, 3 к 1 в таких пропорциях, который для приготовления вот этого варенья клубничного. А мы делаем каждый год, ну как мы делаем, Ирина, разумеется, делает, а я принимаю участие в поедании. Вот. Делает варенье. В прошлом году мы делали 10 килограмм было. Вот эти 10 килограмм последнюю банку съели где-то недели 3 назад. То есть оно, в принципе, вот это клубничное варенье очень хорошо идет. Ну, там пейзажи такие, Каринтия, типичные горки. Ну, и вот в этом году поспело все это в начале июня. Активный сбор пошел. В прошлом году было раньше, на 2 недели почти. Уже в середине мая уже была клубника. А в этом году весна запоздалая. Ну, вот, видите, есть ягоды. Народ с утра приходит, собирает, и к вечеру, когда солнце не очень печет. Так, ну, популярно. От нашего дома это где-то езды минут 15. Вот до этого поля. В принципе, летом, ну, в сезон вот этих полей кругом довольно много. Народ сажает. Есть цветочные, пожалуйста, можешь цветы срывать, там баночки, я в одном из видео показывал. Деньги бросаешь, сам срезаешь цветы и все. И вот клубники, много полей. Ну, вот 5 кило 600 грамм мой улов был. Вот они помыты, удалены вот эти хвостики. И сейчас будем делать. Я в этот раз попросил Ирину разрешения снять процесс. Процесс элементарный, я думаю, все вы его проделывали, ничего мудреного особо нет. Ну, может быть, что-то и покажется интересным. Итак, делаем. Естественно, что-то отложено просто так поесть, она вкусная. У нас на участке, вот это у нас стерилизация банок по-современному. То есть в духовку температуру включаешь, и оно все стерилизуется. Раньше я помню, как-то над паром это было. Было такое, как-то над паром стерилизовали. Было что-то над какой-то кипящей кастрюлей. Но это я смутно из детства. Значит, концентрат вот этот, желирующий сахар, 1 к 2. То есть полкило вот этого сахара на килограмм ягод. Ну, соответственно, ягоды завешиваются. И вот она распаковывает вот этот сахар. Он есть самых разных видов, сортов. То есть там какую-то определенную марку даже не буду говорить. Вот. И все. Вот это засыпано. Теперь это надо немножко перемешать, чтобы она ко дну не пригорела. Насколько я понял. Ну, мешать все это достаточно трудно. Все это на плите. Плита индукционная. Вот она сейчас на 6 поставит. Да, и все, и вперед. С клубникой у меня связаны такие воспоминания. Вот в моем детстве самой по себе клубники не было. Ну, покупали где-то там, были маленькие базарчики, там вот приносили, можно было стакан клубники купить или пакет какой-то. Но по-серьезному я столкнулся с клубникой в большом объеме, когда стал встречаться с Ириной. Мы были студенты. Вот у ее родителей была дача. Это под Карагандой, у черта на куличках. Там почти 2 часа на машине надо было до этой дачи добираться. И вот на этой даче у них росла клубника. И
Это был такой процесс. Караганда, там очень летом жарко, континентальный климат, 35, солнце печет, и ты там ползаешь, собираешь эту клубнику. Набирали обычно 2 ведра. Одно ведро тесть продавал, а другое ведро вот шло на всякие такие вкусные вещи. Ну вот она поставила, и теперь это должно закипеть и 3 минуты вариться. Ну, то есть процесс достаточно быстрый. Вот она помешивает. Вот. Я помню вот эти поездки на дачу. У тестя был Москвич 412. У меня, кстати, будет или следующий, или через один будет ролик из серии «Мир вещей» про автомобили. Ну, вот одно из воспоминаний будет вот этот Москвич 412, на котором тесть там и землю возил, и цемент возил. Ну, героическая машина у него была. Ну, все, вот это закипело. Ну, вот очень удобно. С этим желирующим сахаром, конечно, все это процесс такой моментальный. И получается вкусно. То есть мы вот эти 10 килограмм прошлогодние, ну, вот за год съели. А идет хорошо. Просто и натюр, просто берешь из банки ложкой. По настроению так. Навернул ложку, и хорошо тебе стало. Идет в чай. В какие-то пироги. Ирина иногда делает такие пироги. Вот она тоже добавляла вот это варенье. Ну, в общем, как-то все это свое применение находило. И мы решили в этом году тоже. Вот это первая партия. И я еще съезжу. Еще тоже 3-4 килограмма взять. И будет готов. Хранится это все у меня в винном холодильнике. У меня нижняя полка в винном холодильнике. Там есть место для вот этих баночек. Вот сейчас, немного погодя, я включу наш живой диалог. Ну, в принципе, процесс быстрый. У нас, когда беляши делали, да, вот тогда был большой диалог. На канале есть ролик, как мы беляши делаем в Вене. А здесь все попроще. Такого большого диалога как бы не получилось. Но парой слов перекинулись. Поэтому слушайте. Ну, пену я не снимаю. Это слишком, за 3 минуты еще и пену снять. Это будет чуть-чуть. А зачем ее снимать? Ну, вот я не знаю зачем. Ну, почему-то ее снимают. Все закипело наконец-то. А ты в прошлом году тоже не снимала Нет, пену? я не снимала и Прямо великолепно получилось. Да, никакой пены А не вот сняла было. бы и неизвестно, что это получилось. То же самое. Только заморочки гораздо больше было. То есть у тебя вот кастрюля максимально на 2 килограмма, да? Ягод было 5,5, 5,600 где-то. Я думаю, что чищенных ягод будет как раз 4 килограмма, наверное. Ну, минус там еще что-то съестся. Ну вот она мне завешивала там 5 килограмм 600 граммов. Ну, так Неужели они могли вот обвесить? Нет, ну я же их чистила, там же вот эти вот. Чистила, Потом да. я ела ягоды тоже, когда чистила. Ну да. Так, еще 1 минуту, все. Что? Еще 1 минуту и все. И потом мне нужно будет расставить по Ну, банкам. вкусная. Неплохая. Да. Ну, там народу набралось к вечеру, как толпа. К вечеру народу набралось. Потому что, Которые собирают. ну, солнце, да, с утра солнце было днем, вот я подъезжал, днем было солнце. А к вечеру Так, все. Теперь мне нужно разложить все. по И что банкам. теперь делать? Теперь мне нужно банки из духовки вытащить и разложить по банкам. Все, это мне. Ну вот, банки пошли в ход. А почему мы покупаем, вот собираем где-то вот эту клубнику при наличии своего участка? Потому что клубника у нас не родится. Это просто какая-то, ну, какая-то мистика.
Ирина каждый год сажает, уже много лет это продолжается. Вырастает максимум, ну так, вот ягодку увидишь красную, вот ее можно съесть. Иногда вот в хорошие дни 2-3 ягодки там можно насобирать. А так она сажала разными количествами, разных сортов, что только мы не пробовали. А вот не растет клубника и все. Вот цветы растут, помидоры, огурцы, там кабачки какие-то, вот чего только не растет. Все растет. Клубника нет. Вот только вот максимум поесть самому прямо с грядки. Но на варенье таких промышленных объемов, конечно, не получается. Вот их приходится где-то на чужих полях собирать да покупать. Ничего не поделать. То есть это старые банки прошлогодние, крышку просто закрутила. Даже не прошлогодние, это банки уже, наверное. То есть вот крышка все закрутила и все. Вот тоже, если говорить про мир вещей, как изменилась технология. Вот эти банки, они были куплены несколько лет назад. Я думал в прошлом году, нет, года 3 назад или 4. Мы покупали, вот они продаются, есть такие магазины для таких сельского хозяйства, и в том числе для консервации, для всего такого. И там такие банки продаются с крышками просто. Вот. Ты ее покупаешь, и она многоразовая. И там никаких, вот я помню в детстве какие-то закаточные машинки были. Вот мы что-то закатывали, там была какая-то, вот эти крышки покупали там с резинкой. Потом надо было какой-то машинкой ее закатывать. Я все время это, помню, занимался, крутил какую-то ручку по кругу, закатывал что-то. Ну, то есть был какой-то геморрой, потом все это, вот эту банку надо было открывать, эту крышку выбрасывать, а вместо нее пластмассовой крышкой накрывать. А здесь нет, все просто. Вот эта банка, вот эта крышка, все это многоразовое. Отлично работает. Все это по-современному. А на вкус варенье в прошлом году Ирина делала часть 2 к 1, часть 3 к 1. Вот этот желирующий сахар. Но 3 к 1 понравилось меньше. Вот 2 к 1 как-то больше понравилось. И в этом году мы решили 2 к 1. Ну как мы решили? Ну меня спросили. Где-то здесь должен быть, судя по шуршанию, котик Вилли. Где-то он, да, он горошки катает по своей миске. Все, вот он пошел. Пойду, говорит, прогуляюсь. Все, почапал. А вот и обещанная фотосессия, видеосессия. Они изволили позировать. Он вообще-то не дает обычно себя снимать. Он начинает вертеться, уходить. А здесь он был в таком, в полудреме, в уставшем настроении. И поэтому решил, пусть. Ну, мне было грех не воспользоваться вот этим пусть. Котик лежит рядом, таким немым укором, как бы показывает на свои пустые миски. Котик у нас немножко на диете. Вот. И думает о чем-то о своем. Будет новый ролик, а там будет развитие ситуации с синим тазиком. Тот, кто смотрел прошлый ролик про то, как лебеди нанесли ответный удар, там была коллизия с синим тазиком. И вот она продолжается. Мы котику, естественно, поставили новый, не оскверненный лебедями. А лебедям вот этот синий тазик спустили вниз, к озеру. Но вот ситуация с ним приняла интересное развитие. Я все это снял, и в одном из следующих роликов вы это все увидите. Вот видите, котик в полудреме такой. Вот умеет он, а? Вот смотрю, вот думаю, вот. Ай, артист. А вот это цветочки. Пожалуйста, кто знает, как они называются, или у кого есть вопросы, задавайте, обсуждаем.
Они буквально каждый день появляется что-то новое. Все это весна была затяжная, все это сидело, не расцветало. И сейчас пошла жара. Я уже купался, на доске плавал, сезон открыл, вода 25 градусов. И снимаю цветочки с удовольствием. Участок принял такой нормальный вид. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления и успехов вам!